Привет, дорогие друзья! С вами Ева Рейки. Привет! Приветствую вас на канале Ева Рейки Лайф. Сегодня та самая вторая часть видео о том, для чего приходят домашние животные в нашу жизнь. Это продолжение, вторая часть о том, как Белла появилась в нашей жизни. Сегодня, как видите, Беллы со мной нет, потому что этот щенок не дал бы мне записать и сконцентрироваться. Пришлось бы заниматься ей, не видео. Но, в общем, мы с вами сегодня за чашечкой чая, не просто в Турции, не просто в Бодруме, мы с вами в Ялакавак. Это место, где я живу последние 8 лет. Вот где-то здесь, видите, где-то здесь вот я живу. Вот. Это мое любимое место. Это место стало моим домом последние несколько лет. Поэтому вас приглашаю разделить со мной этот красивый вид, солнечную погоду. Ну а мы поговорим сегодня небольшое такое коротенькое видео о том, для чего животные домашние приходят в нашу жизнь, эти души, какие задачи они выполняют. Ну что, погнали. Я сделала себе, как обычно, небольшие заметочки. И пойдем по порядку. И, значит, первое, да, для чего, как обычно, вот я себе сделала таких вот 5 основных моментов, для чего приходят животные в нашу жизнь. И первое, это один из самых таких вот важных моментов, да, это, знаете, как ангелы-хранители. Вот не знаю, не зря, если вы смотрели мой прошлый влог, обязательно посмотрите, почему-то я не увидела там большого отклика на это видео, может быть, оно не попалось вам в ленте. Если не попалось, перейдите и посмотрите. Мне кажется, это очень эмоциональное, трогательное видео. Если вы оставите пару комментариев, мне правда будет очень приятно, потому что я начинающий ютубер, мне нужна ваша поддержка, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, это правда очень важно, это очень мотивирует создавать новые видео и как-то быть с вами на связи. Вот. И я назвала там Беллу ангелом-хранителем. Помните, когда она только я взяла ее на руки? Вот. И это действительно так, потому что эти души, знаете, это такие кармические партнеры, эти души приходят для того, чтобы нам в наши непростые моменты жизни, знаете, как костыль, поддержать нас. Вот я замечала даже вот на своей жизни, вот у нас, когда появилась первая собака, у нас был такой период, мы жили тогда в Стамбуле, и мы вообще не понимали, что как дальше. Мы понимали, что мы не можем оставаться жить в Стамбуле, нам уже здесь тесно, нам здесь не то. Вот. И мы думали куда-то уезжать за границу, и потом как-то внезапный такой порыв появился съездить в Бодрум, потому что, в принципе, у многих турков есть такая мечта съездить, пожить или жить вообще, в принципе, да, у моря. Вот, и поэтому мы съездили буквально на недельку в Бодрум еще раз, хотя мы там бывали каждое лето. В общем, мы тут же сняли жилье и переехали моментально. И, в общем, и Буля сразу же буквально, там ей было месяцев, наверное, 5-6, она уже начала жить у нас в собственном саду, ее жизнь круто изменилась, собственно, как и наша. Я к тому, что, в общем-то, ее присутствие тоже как-то подтолкнуло нас сделать этот выбор. И мне кажется, вообще то, что она появилась тогда, в тот самый критический момент, она как будто бы своей новой энергией принесла определенные решения в нашу жизнь. Вот. Потом, что касается Були, был сложный момент. Я этим моментом не делилась, хотя я вела тогда активный Инстаграм, я не делилась этим моментом непростым в моей жизни. Это было сразу же перед началом войны в Украине, тоже получается 3,5 года назад. Был очень непростой год, мой отец сильно заболел раком. Вот. У меня отношения, вы знаете, с ним были непростые, потому что я считаю, что отец это не тот, кто дал тебе жизнь, а тот, кто тебя вырастил. Вот. Но все равно это был очень непростой для меня год, и его уход из жизни и так далее. Поэтому после того, как это все произошло, конечно, у меня внутри было очень много переживаний, эмоций, и я просто держалась на грани, я перестала вести соцсети, мне нужно было побыть, немножко пережить это самой собой. Я надеюсь, вам не мешает эта дорога, потому что у нас в стройке, Бодрум, вы видите, это теперь не деревня, это просто город, full stream. Вот, посмотрите. В общем, надеюсь, наш микрофон DJI нас спасет. В общем, это был непростой год, и после того, как вся эта ситуация кончилась, в какой-то момент вдруг Буля резко заболела. И мы вообще думали, что она просто, не выживет. Там было опасно, мы повезли ее к профессору. В общем, ситуация кончилась очень хорошо, все здорово, все замечательно. Уже прошло 3 года, она чувствует себя замечательно, все вернулось на круги своя. И потом, когда я прорабатывала, причем у нее это случилось именно вот с позвоночником. И у меня в этот момент, у меня как раз, видимо, на стрессе начала выбаливать поясницу, хотя раньше никогда такого не было. Такой долго накопленный стресс. Год мне пришлось жить в напряжении, потом началась война в Украине, я переживала за маму. В общем, это все вместе, вы понимаете. Поэтому я не то, что это знаю, когда просматривала эту ситуацию, прорабатывала, я понимаю, что Буля часть взяла на себя этого удара, моего стресса на себя. Она разделила это со мной, потому что даже когда всегда бывали такие моменты, когда я там
Когда я радуюсь, она очень рада. Когда я, например, плачу или расстроена, я даже мужу говорила, ты так не можешь меня почувствовать и понять, как себя вести, как она. Она просто подходит, прислоняется, вот так вот прижимается и сидит рядом, пока я не успокоюсь, или там, пока, если я увижу, что я плачусь, она очень переживает. Ну, это, наверное, все домашние животные, но моя собака очень ко мне подключена, и поэтому у нас вот с ней так вот происходило. Поэтому, если в вашу жизнь пришли животные, вы поверьте, это ангелы-хранители, которые пришли вас поддержать, помочь, дать вам какую-то посильную помощь. Вселенная таким образом вас немножко разгружает. Поэтому домашние животные, они эмоционально нас разгружают какие-то сложные ситуации. Это первый очень важный момент. Вот, которые они приходят. То есть они залечивают раны, и таким образом они в то же время дарят нам безусловную любовь, понимаете? То есть, а сердечная чакра, вообще любовь, эти позитивные эмоции, это самое исцеляющее, что может быть только есть. Поэтому животные, они, понимаете, когда приходят в нашу жизнь, это действительно подарок судьбы, потому что это очень простой, знаете, самый быстрый, очень простой способ получить такую порцию эндорфинов, положительных эмоций, а положительные эмоции, светлые эмоции, эмоции любви, радости, они очищают нашу ауру, они очищают наше поле, они расчищают весь негатив, улучшают наше самочувствие, здоровье и в целом, скажем так, всю траекторию нашу по жизни. Вот, поэтому вот это вот залечение ран, скажем так, душевных, это тоже очень важный момент. Поэтому, когда приходят в вашу жизнь животные, я правда считаю, что нужно отдавать им всю свою любовь. Нужно покупать им самые вкусные игрушечки, покупать им вкусную еду. Ну, то есть дарить им действительно любовь и никогда их не обижать. Никогда не обижайте своих животных, никогда их физически не наказывайте. Это очень-очень важно. Это вот такие, вы знаете, невинные ангелы, к душам которых нужно относиться очень трепетно, потому что люди считают, о, животное – это животное. Нет, это такие же души, просто у них немножко другое воплощение, с которым вы точно так же выстраиваете отношения. Дальше поехали. Следующая причина, почему приходят в нашу жизнь домашние животные, это тот момент, когда Вселенная, например, видит в вашей судьбе, вам нужно прокачать вашу сердечную чакру. То есть вы, может быть, в силу каких-то обстоятельств, травм, разочарований, каких-то ситуаций, то есть вы немножко зажали свою сердечную чакру, вы зачаровались в любви, и у вас какая-то блокада идет именно по сердечной чакре. Поэтому, когда приходят домашние животные, это безусловная любовь, которую невозможно просто не дарить, эти невинные создания. И поэтому это очень простой способ раскачать энергию любви и раскрыть сердечную чакру. Потому что иногда людям с людьми сложнее выстраивать отношения, чем с животными, поэтому это очень хорошая, знаете, такая база, когда начать вот нужно прокачивать именно свою сердечную чакру. Потом бывают, опять же, как я сказала, какие-то тяжелые ситуации, когда просто хочется закрыться от всего мира, побыть немножко с собой, и животные, вот, знаете, они же не говорят, они просто присутствуют, они просто рядом. Вот, поэтому, в общем, это действительно очень важно, то есть они прокачивают сердечную чакру, я уже это замечала, то есть объем, умение любить. Поэтому очень часто я знаю, что многие девушки, они, допустим, заводят какую-то собачку, котенка, у них начинает раскачиваться энергия любви, и они потом встречают свою вторую половинку, такое тоже часто бывает. Дальше поехали. Эти животные, наши домашние животные, питомцы, наши друзья шерстяные, они приходят в том числе как наши кармические партнеры. То есть это означает, что где-то когда-то вам явно нужно научиться было преданности, безусловной, любви, безусловной, потому что у нас, мы так все воспитаны, любовь, потому что должен. Это потому что должен. То есть все через должность, через обязаловку, через все от ума. А безусловно, любовь это от сердца. Вот ты просто есть, я просто тебя вижу, я просто тебя люблю, я просто с тобой счастлив. Да? И вот этой вот любви, безусловно, животные учат просто прекрасно. Поэтому это один из моментов, если в вашу жизнь пришло такое домашнее животное, с которой у вас хорошая связь, это означает, что вас просто учат такой безусловной преданности, теплоте именно через такие вот отношения, потому что, видимо, с людьми вам это сложнее, да, делать. Дальше поехали. По поводу исцелить раны, вот тяжелых обстоятельств я уже сказала, вы имеете в виду, поэтому если у вас какие-то стрессовые ситуации, сейчас я уже знаю, если у меня какая-то ситуация, я
стараюсь как-то все-таки Булю не сильно погружать, чтобы она это не видела, потому что я вижу, что она очень ко мне подключается эмоционально, и я понимаю, что я сама справлюсь, я большая, я взрослая, а она все-таки не сможет сама так с собой справиться, поэтому я теперь уже слежу за тем, чтобы она не сильно вот вовлекалась в мои там какие-то эмоциональные переживания и события. Вот, дальше поехали. Значит, еще такой момент, я хотела сказать, что собаки, как я рассказала, что мы переехали в Бодрум, да, когда у нас появилась Буля. И я уверена, я это просматривала, что когда приходят собаки в нашу жизнь, они, правда, знаете, как новый такой билет в какую-то новую жизнь. То есть они приносят новую удачу, они приносят, опять же, когда вы их любите, когда вы принимаете их сердцу, когда вы заботитесь о них, да, они как ангелы-хранители, то есть это очень светлые души, которые своей светлой энергией приносят вам какие-то светлые обстоятельства в жизнь, понимаете? Поэтому это удача, какие-то перемены в жизни. Вот заметьте, у кого появлялись питомцы, расскажите в комментариях, правда, ваш опыт, как это у вас было. Потому что историй много разных, я думаю, каждый что-то для себя подчеркнет. Поэтому однозначно они приносят какие-то... Вы посмотрите, у нас просто стройка века продолжается. Это, конечно, вообще... Надеюсь, нам не мешает с вами этот звук. Проверим снова качество нашего микрофона. Вот. Поэтому увеличение дохода, значит, улучшение уровня жизни, это однозначно приносят домашние животные, потому что это новая душа, которая на себя, у которой светлая энергия, чистое поле, она с собой приносит эту частичку энергии, разделяет с вами. Дальше. Есть еще такой момент, что если, например, я знаю, многие люди, вот они хотят, у них большая потребность, им хочется там щеночку, котенка и так далее, какое-то животное завести, такая потребность большая в этом, но я знаю, что многие люди начинают от ума идти, я понимаю, что действительно нужно к этому подходить очень осознанно, потому что это, по сути, маленький ребенок. Ну, все, кто заводил себе щенка, знают, что это маленький ребенок, с которым ты не спишь, не ешь, постоянно должен за ним следить и так далее, и так далее. Все точно так же, как с маленькими детьми. Это большая очень ответственность, обязанности ежедневные, которые нужно это понимать. Поэтому я понимаю, что, например, когда у меня появилась Буля, я мечтала именно о таком белом щенке. Очень много, вот сколько я жила в Москве, я мечтала, и когда она появилась, у меня, знаете, у меня какой-то груз с плеч спал, то есть я вот как будто бы закрыла то, что я хотела. То есть это как одно из желаний, которое ты хочешь сделать, воплотить, и это нужно сделать. И правда, когда она появилась, у меня очень многие вещи просветлели в жизни, понимаете? То есть когда это значит, какой-то душе нужно прийти, чтобы вам помочь. Ангелу-хранителю нужно очистить ваше поле таким образом. Потому что когда мы начинаем усиленно проявлять кому-то эмоции любви, наше поле, наша аура, наша карма чистится. Это нужно, ну, как бы знать, понимать, как это работает. Поэтому, если у вас есть потребность завести домашнее животное, вы поймите, что оно не просто так. Означает, что ваша душа, она чувствует, что ей для того, чтобы пройти определенные уроки, обстоятельства жизни, нужен какой-то еще компаньон, который разделит это. Вот. Поэтому... Это очень важно. Вы знаете, еще вот хочу сказать про домашних животных, да, то есть и даже имена, которые приходят, как вы с ними общаетесь. На самом деле это очень важно. Это не стоит заводить, мне кажется, вообще домашних животных, если вы просто их бросаете дома и не общаетесь с ними, не уделяете им время. Это правда, как любому человеку, как ребенку, как любому другу. Любой душе, которая есть в вашей жизни, если они просто присутствуют как бы формально, в этом нету никакой радости, они не принесут ни вам никакой ни радости, ни счастья, ни вы им не принесете радости и счастья. Ветер поднялся. Вот, поэтому это правда очень важный шаг, и у них очень много можно взять любви, очень многому нужно научиться, вот, поэтому... Если вы все-таки решаетесь на этот шаг, правда, отдавайте все свое сердце, и они отдадут вам в 3 раза больше. Вот. Такая тишина настала. Наконец-то все машины проехали. Я очень рада, что вы со мной здесь на моем канале. Такой большой был отклик на все мои видео о Баку. Мне очень приятно. В эту субботу выйдет последнее видео о Баку, изысканный Баку. А впереди будут влоги из Бодрума. Я хочу записать видео о том, как я переехала в Турцию и как я живу, скажем так, по мотивам видео про фаянсовую свадьбу, вообще как произошел мой переезд и вообще замуж за иностранца, какие есть нюансы такого брака. Вот. Ну и вообще будет много разных интересных блогов. А в марте, что будет в марте, там будет такая поездка, вау, просто вообще там такие будут классные, красивые влоги. Поэтому оставайтесь на канале, подписывайтесь. Последний глоток турецкого чая за вас. Вот. Я очень рада, что вы
так активно на моем канале присутствуете, оставляйте лайки, комментарии. Благодарю вас. У меня включилась монетизация, поэтому есть кнопочка Sense, можно стать спонсором моего канала. Вот. И у меня теперь за мои видео это что-то там четвертинка доллара, $0,50 иногда там в неделю, я так смотрю, падает. И, в общем, я решила, что все, что с YouTube мне принесут мои видео, я хочу заказать себе такой же микрофон, только белый, потому что скоро лето, у меня вся одежда белая. Вот. Поэтому буду копить YouTube на новый микрофон с вашей помощью. Ну все, друзья, спасибо. С вами была Ева Рейки. Надеюсь, вам это видео чем-то поможет, будет полезным. А мы с вами до новых встреч в Бодруме, в Турции. А в Пярт в марте будет очень классный, интересный влог. Поэтому оставайтесь. Все, пока. Записывала, друзья, я видео вот в этом прекрасном месте. Это мельница, которая работает до сих пор. На ней, собственно, молотят муку, из которой пекут лепешки. В этом ресторане. Он замечательный, если вы будете здесь, в Бодруме, Ялыковак. Называется он вот так вот, ММК. Вот, именно из этой точки я записывала вам видео. Здесь, на этой террасе, всегда летом много столиков, можно сесть. Вот. Такая вот красота. Вот, видите, какое насыщенное у нас тут движение. Стройка идут полным ходом. Это Ялыковак, Бодрум. Вот там вот за тем холмом я живу. Именно вот этот вот вид у меня сейчас был на заднем плане в моем видео. Обожаю это место, когда мы только переехали, мы заезжали в эту кафешку позавтракать, наверное, каждые выходные, потому что здесь очень вкусные лепешки, как я сказала, вот на этой мельнице. Мука ее прям мелят, и, ну, лепешки просто удивительные вкусноты. Вот. Смотрите, какая красота. Видите, эти тоже мельницы здесь остались, они как стоят такие, знаете, как колонны на въезде в Ялыковак. Но они, видите, не сохранились совсем. А в ту сторону открывается вид на другую часть полуострова. Вот вы можете посмотреть, какая там красота. Все-таки это остров, море, куда ни глянь, везде море. Там море и там тоже море.